Ну что, ребят, всем привет. Мы сегодня продолжаем проходить Resident Evil Remastered. Остановились мы там, на каких-то загадках в особняке. В общем, что, по идее, у нас сегодня планы грандиозные. Нужно залобать лунную сонату, замочить здоровенную змею и, наверное, выбраться из особняка. Дел, короче, еще до хрена, так что будем действовать. Погнали. Так, 10-е у нас сохранение. Вот отсюда и начнем. Еще надо, кстати, раздобыть ключ. Что там, шлем, по-моему, на нем нарисован. Меч я уже использовал, еще ключ с латами. Так, по инвентарю у нас что? Макс Ланг, привет. Здорово, Макс. Выкладываем эту ленту. Она сейчас не нужна больше. Вот сюда. Тихо. Посмотрим, короче, ключ с доспехами, куда можно запердолить. И выдвигаемся, наверное, на этот, как его. Ручка сломана, все. Короче, сюда больше не пускает. Только в одностороннем порядке. Ладно, пойдем в обход тогда. Ну, уже более-менее получается ориентироваться в этом замке. Так, вот сюда. Бартгеймер, всем привет. Здорово, Бартгеймер. Всех ребят раз видеть. Так, вот здесь у нас находится змея. Ну, давай мы, наверное, забацаем ключ уже с доспехами. Все-таки выбросим его наконец-то, чтобы он не мешался. Бартгеймер, вот мой лайк. Спасибо за него. Так, ключ с доспехами, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас вот я выйду на первый этаж. Надо будет глянуть по карте. Не то. Карта. Ту-ту-ту. Если идти по правую сторону, где печатная машинка, по идее, вот там вот комнату я одну не заюзал. Которая такая, как серпантин идет. Мы сейчас ее вон там и глянем. По идее, всех я уже замочил, так что тут больше народу не должно быть. Так что поехали. Поехали к бабе за орехами. Нам туда. Скоро, я так понимаю, уже пауки тут попрут. Скорее всего, после того, как замочим змею вот эту здоровенную. Но прежде чем змею мочить, надо еще лунную сонату забацать. А на нее ноты нужны. Ноты сыграет правильно только у нас Ребекка. Даман 72. Ах ты, сука. Привет, друг лайк. Здорово, Даман. Еще один бежит. Я их не вижу. Вот в чем проблема. На в башку. Сука, и там второй еще встал, твою же мать. Пиздос. Все, да, у меня патроны кончились. Короче, для чего у нас нужна фляга? Фляга нужна, чтобы вот этих гондонов сжигать. Иначе они встают. Гнида. Он же по-любому должен встать. Бляха, у меня 4 патрона осталось. Все, без башки он уже точно не встанет. Че же я сразу-то с этой флягой? Ну, блин, с флягой тогда, получается, у тебя геймплей раза в 4, блядь, увеличивается. Бартгеймер, играл в эту игру, не проходил. Ничего в ней не понял, да и подлагивало. Тут, в принципе-то, что, надо потихонечку. Один ключик сюда применил, дверка открылась. Там что-нибудь замастырил, поднял, вот и все. Кстати, если я сейчас... печатная машинка у нас тут рядом, да? Если, короче, я сейчас влетаю на какого-нибудь зомбаря, вот так вот. Все.
Ключ доспехов вам больше не нужен. У меня всего 4 патрона. Сервачок начинается. Короче, эти сволочи начинают вставать. Два патрона. У меня даже не 4, у меня их 2. То есть мне реально даже будет нечем отбиться. Так что, если что, надо запомнить, выходя из этой комнаты, надо сразу же долбануть в комнату напротив и бежать к ящику. К ящику. Иначе будет мне буквально 2 укуса и все. У меня есть 1 кинжал, но от него толку никакого. Так, Лиза, оберегаемая духами 3. Духами. Изображение женщины с браслетом, ожерельем и короной. Снизу картины есть кнопка. Нажать. Нет, пока не надо. Я вот помню эту загадку. Дело в том, что тут надо картины, свет картин расположить, как у нее расположены вот эти вот подсвеченные драгоценности. То есть зеленый, фиолетовый и оранжевый. Так, изображение героя с браслетом. Желтый витраж. Нажимаем. Так, тут зеленый получился. Дальше. Мудрец с ожерельем. Вот он, мудрец с ожерельем. Фиолетовый. По-моему, желтый. Мы не трогаем. Тут у нас кто? Святого в короне. Нет, это мы точно не трогаем. Корона не нужна. А там что у нас? Тоже святой в короне. Нет. Я не знаю, если повторно их включаешь свет, по-моему, картинка тоже меняется. Изображение героя с браслетом. Вот, браслет. У нее оранжевый должен получиться. Погоди. Нет, не жмем. Вот этот вот. Что у нас? Мудрец с ожерельем. Нет. Значит, вот это последнее нажимаем. Давай, тыкаем сюда. Да-да-да, нажимаем. Так, там с той стороны фиолетовая, здесь у нас... Здесь вообще белая почему-то стала. Ну-ка, нажмем кнопку. Почему белая, интересно, она стала? Херушки. Блять, я еще 1 патрон случайно выстрелил. Они сейчас же будут меня по-любому нападать. Да, я понял. Все, давай нажимаем. А еще у меня 2 патрона. Короче, меня покоцали. А что не нажалось-то? Так, ну. Снизу картины есть кнопка. Так, окей, нажимаем. Видимо, надо всех замочить. Подожди, а тут фиолетовая. Ничего не понимаю. Сука, еще эти вороны. Давай здесь. Браслет. К оригинальному цвету вернулась. Не, по-любому сюда надо с дробашом идти. Та-та-та-та-та. Корона. Нет, нифига. Че они меня не убивают-то? Странно. Корона, ну, зеленая. С той, по идее, стороны должно стать фиолетовым. Ой, оранжевым. Либо вороны мешают. Поэтому она не отодвигается. И тут зелень. Короче, ладно, пускай добивает.
Давай я даже к этому, к зомбарю выйду. Пусть догрызет меня уж как следует. Надо брать дробовик. То есть, когда эти сволочи второй раз встают, они тебя уже могут, ну, как бы, они быстрее становятся, они бегать умеют, потому что они сгорели в первый раз. Но если ты берешь с собой флягу, то, блин, гораздо шустрее придется носиться туда-сюда, как бы чаще ходить. Заправить флягу дважды, сколько там, на два этих какого, на 2 заряда получается, на 2 зомбаря, 1 фляга. Такое себе, конечно. Так. Выкладываем, короче говоря. Вот это дело. Берем дробаш и берем патроны. Вооружимся, да, сразу же им. Пистолет мы пока оставим. Тут, по идее, если хорошенько прицелиться, двух выстрелов должно хватить. На вот этих бегущих на меня. Ворон уже можно с пистолета пощелкать и спокойно загадку решать. По идее, так. Ключ потом там выбросится. И как бы вот. Очень не хотелось бы, конечно, тратить, блин, патроны на этот. На обычных зомбарей хотелось бы их оставить на змею. Потому что хрен его знает. На змею-то, наверное, что-то помощнее надо. Магнума пока нету. Есть только из самого мощного, это дробовик, все, что больше ни хрена нету. Попадос, много патронов ушло куда-то. Но ничего, будем биться ножом. Кусать зомбарей в ответ. Ну или что-нибудь в этом роде. По идее, тут больше никаких секреток, ничего такого нету. Опа! Первый. Ближе. Ты сдохнешь, нет? А тот ты как встал? Вы чё, мать вашу? Да. Это какой-то пиздец. Народ встает просто как это, как заведенный. Так, что у нас тут? 6 выстрелов. Переобуваемся. Пистолет. Макс Лонг. Привет еще раз. Был на мобильном интернете. Вот домой пришел. Ты с работы, что ли? Интернет мобильный. Какой связью, кстати, пользуешься? У меня вот Теле2. На работе немного подлагивает. Приходится перезагружать телефон. Так, вот у нас здесь еще один молодой чемодан. Макс Лонг. С магазина. Магазик тоже хорошо. Вот это падла сейчас встанет. Иди сюда. Че он не встает-то? Падла. А у меня ножей-то и нету. Я все израсходовал. Бартгаммер. Прикольная игрушка. Ну, такой вот сурвачок. Все, встанет, нет? Макс Лонг. Я не с РФ, но в магазине мертвый. Антенны не пробивают. Все, башка разлетелась, слава богу. У меня не с РФ, но в магазине нет мертвый. Антенны не пробивает.
Но этот как Берт Гаммер. Я еще знаю, есть Resident Evil 0. Resident Evil нулевой обязательно тоже будет. Все по порядочку будем проходить. Берт Гаммер. Тип Resident Evil Zero. Да-да-да, он так и называется, Resident Evil Zero. У меня Макс тоже на работе не всегда интернет ловит, смотря тоже на каком участке работаю. Точнее, участок-то один, смотря какой цех. Так, изображение героя с браслетом. Желтый витраж, кнопка. Нажимаем. Оранжевый. Окей. Может, ворон сразу пощелкать? Да, в них еще попробую попади. Блин, как от них отбиться-то нормально? Сука, они еще встают еще? Вот беда. Сейчас в угол зажмусь. Все? Блин, еще две. Ебать, он в патронах уходит. Не думал, что они такие жесткие. Одна. Это они бессмертные какие-то, что ли? Давай, иди сюда, ближе. Где эти вороны сраные? Все. 10 патронов на них. Это какая-то жопа. Короче, попадос по полной программе. Так, ладно. Герой с браслетом, та-та-та. Еще раз. Зеленый должен получиться. Фиолетовый. Белый. Подожди. Давай, а почему зеленый не получается? Значит, надо его вот здесь сначала выключить. Чистый белый цвет. Теперь зеленый. Так, вот тут зеленый получился. Давай фиолетовый. А там, получается, оранжевый должен выйти с той стороны. Зеленый. Белый. А еще раз нажимаем. Зеленый. Так. Зеленый, фиолетовый. Вот эти два правильно. Давай вот этот тыркнем. Зеленый. Желтый. Не то. Если вот эти вот нажимаем. Оранжевый. Погоди. Изображение, ну... По идее, у него должна быть у нее не вот эта картина. Там же про браслет ничего не говорится. Вот здесь он должна поменять, по идее, цвет.
Это единственная про браслет картина. Так, стало белым. И здесь она белым стала. И браслет. Но надо, чтобы корона была. Оранжевый. А там, по идее, тоже там, да, ну, получается, оранжевым стало. Тоже стало. Оригинальный. Оригинальный у него желтый получается. И здесь желтый. Желтый витраж. Ну, давай нажмем. Так, изображение героя с браслетом. А нужно с короной, чтобы было. Подожди. Цветов в короне. Что-то я вообще запутался. Она вообще цвета все меняются. Так, ну мужик вроде правильно. Фиолетовый. Что тут, что тут. С браслетом. С браслетом с той стороны. Мы, по идее, делаем его фиолетовым, оранжевым вот здесь. Оригинальный нет. Еще раз нажимаем. Зеленый. Нет, еще. Подожди, блин, как же я делал-то? Получается, давай вот здесь. Оригинальное. Возвращаемся назад. Вот сюда. Жмакаем, чтобы она стала фиолетовым. Ой, фиолетовым. Оранжевым. Так, и здесь, получается, надо, чтобы зеленого она стала. Вот так. Проверяем. Зеленый, фиолетовый, оранжевый. Давим на телку. Ну, уху! Неужели? Правда, покоцали меня конкретно вообще. Так. Старый ключ, да, почему бы нет? Он у меня только сейчас занимает место. Сейчас можно, кстати, эту маску вниз отнести. Нахрена нам в инвентаре? Надеюсь, там сейчас никого не будет. Вот здесь, по идее. А, ну все, я уже отсюда поднимал патроны. Давай назад. Масленькую мы туда запихаем. Так, у нас маска какая? Маска смерти. Короче, нос и глаза на ней. Хорошо. Нос и глаза. По идее, вот она сюда. На месте глаз. Глаз и носа. Носа и рта еще, да. Вместо носа. Здесь. Вместо рта. Наверное, сюда. Так, да. Она подошла. Сейчас надо глянуть, может быть, патрончики какие-нибудь, не? Да, конечно. Кстати, у нас там еще в гробу ебака сидит. Надо бы и на него еще патронов оставить. Но уже более-менее короткий путь есть. Главное, чтобы народ сейчас не повылазил лишним. Ту-ту-ту-ту-ту. Опасность.
А там еще у нас есть зомби. Я там никого не сжигал даже. Ни разу. Только головы им расстреливал, и то не всем, далеко не всем. Но я, кстати, кажется, знаю, где патроны можно надыбать. Правда, это чревато смертью. Рискнем, что делать? По-моему, вот как сюда заходишь. Потом... Где-то вот здесь дверь. Вот это. Короче, где-то рядом с пианино, у нас коридорчик есть такой волшебный. Там башка крутится с этими. Башка. Нет, не сюда. Башка льва, то ли тигра, то ли что-то такое. Вот туда надо в глаз ему вставить вот этот кристалл. Там патронов должны дать. Вот она тут. Мини-квестик заодно. Забацаем. Вот. Сюда. Игорь сияет светом. Используем. Короче, мне последний укус остался, и все, я покойник. Берем патрон. А вот если красный глаз вставить, я вот не помню, что там. Там или маска, или какой-то ключ. Хер знает. Смотрим. Сразу выходим, потому что мало ли, если кто-то нападет, но нежелательно бы сейчас с таким количеством здоровья встречаться с ребятами. Ну, хоть этот мужчина не встает. Блин, может спалить его на всякий случай, пока тут фляга недалеко. Ребекка у нас тут тусит. Кстати, она бесплатно нас Ты похилит. в порядке? Да Хочешь, не чтобы очень. я залечила твои раны? Да, и немножечко миньет. А Ребекка обрабатывает ваши раны в темноте. Так, давай-ка все-таки на самом деле флягу возьмем. С этим чуваком надо того самого. А то он встанет. Когда-нибудь и очень не вовремя это будет стопудово. Фляга. Использовать. Поливаем чувака. И смотрим, как он горит. Шашлык. И вот так вот с каждым чуваком надо делать сраный Ты в порядке? ля-ля-кебаб. Хочешь, чтобы я залечила твои раны? Да хорош, только что было. Повторение мать учения, я, конечно, понимаю. Но пока нет. Ребекка прям это. Хотите, я сделаю вам сэндвичи? Ну, из этого. Плохой Санта. На пистолет патронов пока немного. Мы его выложим. Тут, в принципе-то, да, вот это использовать можно. Так, раз маска. Да, не густо. А, точно, она же меня уже полечила. Я бы просрал траву лишний раз. Значит, сохраняемся только и выходим.
Вот так. Да, это старая печатная машинка. Короче, дальше у нас все по плану. Ноты. Ноты и замочить здоровенную змею. Сначала с нотами разберемся. Ребекка только умеет играть. По идее, ее надо выводить, короче, по сюжету с этой комнаты. Так, ноты у нас на первом этаже. Первый этаж. В принципе, с холла заходишь как недалеко сразу же. Вот сюда топаем. Не помню, я был. Ну, я наверняка был в этой комнате, не помню, что там вообще находится. Куда она ведет? А, все понятно. Тут у нас два была зомбаря и записка. Тут то ли садовник какой-то тусуется, то ли что-то такое. Странно, в этом коридоре, по идее, должен кто-то нападать. Тебя, блядь, еще не хватало, точно. Я, кстати, один выстрел просрал. Он встанет? Эй. А, нет, он подох. Если я не ошибаюсь, второй раз уже эти гаврики не встают. По крайней мере, не должны. Обидно. Столько патронов уходит вообще на них. Ну, это лень-матушка, как говорится. Если бы сразу бы начал их сжигать, не поленился бы, очень хорошо можно было бы сэкономить. Так. Музыкальные ноты. Вот она, лунная соната. Таямба. Комбинируем. Их сразу же можно применить, чтобы они в инвентаре не тусовались. Дорогой рояль. Нет. Сейчас это не обязательно использовать. Ладно, пускай будут со мной. Теперь надо идти в комнату, где Ребекка на полу валялась с этим чуваком. Это у нас получается по прямой. Когда-нибудь он тоже встанет, по-любому. И вороны, кстати, возможно, сейчас тоже начнут нападать. Я их уже очкую потихонечку. Ладно, пока не лезут, и слава богу. Так, раз трава. Мы, если что, ее просто объединим. Если не хватит этого, не хватит места. Таямба. Вот сюдашечка. Я бы вот эти ставни закрыл бы, и было бы замечательно. Ни одному падла не залетело и не уселось бы там каркать на карниз. Так, вот сюда. Я только визуально, блин, вспомню этот коридор. Ё-моё, а? Как вы достали? У меня столько патронов реально нет. Все, потек. Короче, попадос начинается. Походу.
Нет, не сюда. Блин, а как же в этот коридор-то попасть? Он точно помню, что где-то на втором этаже. Погоди. Выходим в общий холл. Походу вспоминаю. Либо вот здесь дверь, либо в большие двери надо выйти и там немного пройти еще в сторону. Нет, не то. Я отсюда пришел. Причем с этими ребятами, походу, ножом-то не справиться. То есть, если сейчас патроны кончатся, то все, труба, заворачивайте. От них только убегать. По узким коридорчикам. Так, это у нас вход на балкон. А Ребекка у нас валялась, да-да-да, вот здесь, короче. Только с другой стороны. Вот тут она лежала. Она не лежала, а лежал ее этот. Не помню, как этого чувака зовут, но он по-любому должен сдохнуть. Так, вот тут. Да. Не густо. Я их даже не вижу. Они нападают просто вот откуда-то. Откуда-то там. Комбинируем. Вот с этим. Сразу же здесь тоже, наверное, да, двушечку возьмем. Пускай будет. Но пока складывать ее не будем вместе. Пускай отдельно лежит. Так, да. Перезарядка. Выхода нет. Вот это вот. Бошки сносить самое то. Гранатка, да. Да. Но она у меня не в инвентарь пойдет, а как средство защиты. Если там какая-то гнида меня грызануть решит. Самое то. Угу. Все, у меня тут места нету. Комбинируем. Слишком темно. Да, я понял. Зажигаем. Так, отсюда что можно? Патроны, отлично. Это просто как воздух нахрен надо сейчас. Отодвигаем. Пять. Ну, здорово, конечно. Эффектно я его разбомбил, но твою же мать. А я ее взял? Угу. Я не могу больше предметов нести. Вот, сука. Тогда, короче, надо вернуться к этому чуваку, который там бегает по коридору. Выложить что-либо. Ну, в принципе, хилы можно выложить. Что еще? Скорее всего, его вальнуть придется. Чтобы он просто не мешался. Так, выложить хилы, патроны для ствола. Что еще? Кстати, да, вот так покороче будет. Таким же ходом мы этого чувака бегали лечить со сывороткой.
Короче, сейчас все лишнее выкладываю. Да, вот сюда. Вот в эти двери. Уже приходится повнимательнее слушать, что происходит. Потому что эти сволочи начинают хотя бы бежать на тебя, уже можно хоть как-то приготовиться, но... Блин, я не знаю. Меня больше беспокоит то, что у меня патроны заканчиваются. Почему, блин... Сука, я еще лишние патроны выпускаю. Почему я им башку не простреливаю? Их типа не берет, если я второй раз выстрелю. Точнее, ну как бы я стреляю по диагонали. По идее он должен им башку сносить. Че за хрень? Получилось только одному колпак раздербанить. Так. По здоровью. Ты в порядке? Да иди ты Хочешь, нахер. чтобы я залечила твои раны? Я бы хотя бы определился. Пускай лечит. Пускай лечит, пока это бесплатно. В рот ей ноги. Ну, вот и все. Лекарств больше Потом нет. она исчезнет. Впредь Бабы этой смотри больше тут себе. не будет. Да, я понял. До свидули. Так. Пока сохраняться не буду, лишние патроны все-таки я потратил. Так, вот это выкладываем. Раз. Два. Давай, наверное, дробаш мы выложим. И возьмем пистолет. Как-то так. Яма. А чё мы его не обули-то? Уже лучше. Возвращаемся назад за нотами. По идее там больше никого. Вот зомбарь этот пропал. То есть их убиваешь один раз по кругу, потом второй раз по кругу ты их мочишь. Только они уже просто шустрее становятся, и они исчезают. Да. А если бы я их сжигал, я бы сейчас охрененно много патронов сэкономил. Но это дольше было бы по времени. К сожалению. Просто с этой флягой нужно было бы носиться и палить просто все вокруг. Так, вот сюда. Никто не бежит. Дельфо от bmd.gg. Доброго времени суток. Привет, Вольфот. Теперь можно спокойно забрать патроны, а там выше змея находится. Пока мы до нее не пойдем. Рано еще до змеи. До змеи еще рано. И вообще надо бы, наверное, перед ней сохраниться. И попробовать на ней охрененно сэкономить патроны. Так. Музыкальные ноты. Просто музыкальные ноты и все, да? Не, смотри-ка, можно раскрыть. Законченная мелодия, лунная соната. Окей. Тащим эту лунную сонату к пианино. Пианино у нас на первом этаже. Как спускаешься с холла. Окей. Попробую, правда, сохраниться и вообще просто взять и с ножом пойти на здоровенную эту змею. Глядишь, получится сэкономить.
безвозмездно просранные патроны пачкой просто. Сколько я сейчас? Выстрелов, наверное, 8, да, дробаша израсходовал. Плюс еще почти 2 магазина пистолета. Ну кто ж знал-то, то, что этих сволочей сразу палить надо. Подстава. Ладно, на то он и сервак, чтобы экономить на всем. И потом в ахуе бегать без средств существования, так сказать. Еще надо что-то с часами, кстати, определиться. Они пока ни туда, ни сюда. И камином. Так, у нас рояль в первой двери или во второй, что не могу вспомнить. Давай сюда. Не то. О, еще же у нас этот, как его, растение с химикатами, кстати. Растения с химикатами, и там еще зомби попрут, скорее всего, которые в окошко долбятся. Надо тоже каким-то образом от них отбиваться. Ну, посмотрим, может быть, на этом можно будет тоже как-то сэкономить. Так, пианино, рояль. Используем. Нахрена он в ноты смотрит, если он играть не Это умеет? я, Крис. Ребекка, Здорово. Похоже на лунную сонату. сыграешь? Уважает. Я, кстати, тоже пытался учить это произведение на синтезаторе. У меня тупо пальцы, блядь, не растягиваются. Мизинец, большой палец. Такое ощущение, что у Бетховена была третья маленькая ручонка, что которой это он там было? одну клавишу нажимал Моё постоянно. исполнение чуток хромает. Дай мне попрактиковаться. Она у него из пузика вылезала, как как Конечно. этот какой, Но сильно лицехват. не Не, увлекайся. не лицехват, а Хорошо. Не киноморф из чужих. Так, Ребекку надо оставить, короче, на какое-то время, пока она не сыграет нормально сонату. Надо вспомнить, короче, где у нас растения тусуются. По-моему, вот в этом коридорчике. Подожди, надо сначала тогда химикаты найти. А химикаты у нас там, где куча народу было. В начале стрима. Да. Все, я вспомнил. Слотов вполне хватает. Топаем до туда. Берем химикаты и идем к растению. Пока она там учится еще. Не знаю, сколько ей времени надо на это. Кстати, надо бы перезарядиться. Да. 19 патронов. Не густо, вообще не густо. Буквально пару зомбарей и все. Их не останется. Никто не нападает. Кстати, если основные двери открыты, на тебя еще собака вылетит. Нахрена это сделано, не знаю. Ну, видимо, для тех, кто решил очкануть и не исследовать ничего, просто вернуться домой. Так, здесь, короче говоря, да, вот мы сюда заходим. Там синенькая такая дверь будет в углу, там валяются у нас химикаты. Вечер добрый, лайкос, дружище. Здорово, ты, Кварес. Спасибо за лайк. Тебе тоже доброго вечера. Что у нас сегодня?
воскресенья. Ну и хороших выходных, наверное. Проведенных уже практически. Выходные у нас заканчиваются. Опять собаки. Так. Сука, с другой стороны бежала. Твою же мать. Ладно, у нас тут есть хилы. Как минимум. Блять. Надеюсь, он гранату не расходит. Последите с меня, куда? Блять, нихера. Твою мать. Короче, я там очень дохера сделал уже и не сохранился. Придется все заново бежать. Ёбаный сохраненочкин. И еще разок. Ура! Давай, закрепляем. Так, у нас что есть-то вообще? Комбинируем это дерьмо. А, я уже не помню, на чем я остановился. Так. Ну, ясно. Короче, за нотами надо топать. Идем за нотами. Так, ноты. Это у нас второй этаж. Этого пидора сжечь нахуй. Интересно, если я чиркну по нему флягой, он сразу загорится или нет? Чисто для эксперимента можно попробовать пока рядом. Потому что на него тогда как минимум 2 патрона войдет. Ну или 1 хотя бы. Но это тоже, блин. Ты в порядке? Хочешь, чтобы я залечила твои раны? Только заходит, сразу же скрипт с этой падлой срабатывает. Хотите, я вам сделаю сэндвичи? Так, фляга. Давай, ради эксперимента, просто чтобы экономить патроны. Но там, по идее, я уже эту всю горку положил, ребят. Так, вот так вот. Использовать. Ага, и он хуй горит, короче. Плохо? Блять, еще и по башке дал. Пошел ты нахер. А фляга осталась неиспользована. Вот мудло, а. Все равно патрон, короче, на него не израсходовать. Ну, в смысле, я хотел сэкономить, короче. Ладно, выкладываем флягу. Сейчас баба нас полечит. Практически я ничего не потратил. Ты в порядке? Хочешь, чтобы я залечила твои раны? Да, и миньет еще. Ну, вот и все. Лекарств больше нет. Впредь будь осмотрительнее. Ах ты падла. То есть она еще ограниченное количество раз тебя может лечить. Ну окей. Город Электросталь. Лол. Тут еще какой лол. Сейчас патроны на это кончатся, будет точно лол полнейший. Сколько их, кстати? Да. 14 выстрелов. Да, но это по-любому, короче, гадалки не ходи, надо на змею пробовать
с ножом идти. Потому что она мне сейчас жужжалку сразу же откусит. У меня тупо патроны кончатся, меня потом зомбари добьет. Надо экономить, сука. Я про этого тихо, не застревайте. Я про этого гондона забыл. Пидор, ты сдохнешь, нет? Вообще промазал. Как можно с дробаша, блядь, в упор промазать? Ты чё, идиот? Это пиздец. Охуеть, просто. На одного тошнотика 3 патрона. Ес! Лучший! Охуеть. Короче, разницы практически никакой. Что ты потихонечку экономи патроны. Никого не это. Что так, что это. Ладно. Главное не забывать, где эти гондоны находятся, хотя бы, чтобы быть готовым отбиваться. Я-то думаю, что у меня инвентарь-то? Тогда, по-моему, побольше же. Поменьше, точнее, слотов, блядь, было. Да пошел ты нахер, урод. Я, короче, про него вот как раз и забыл. Давай, так его поведение будет хотя бы. Вот так. Блять, вот опять лишний патрон выпускаю. Причем придется дважды, да, хилиться? Внимание, да. Давай комбинируем, что делать. Баба не залечит, я уже на нее нельзя рассчитывать. Сейчас еще там зомбарь. Нужно вот так было поднять и выстрелить ему в череп. Что за херня, блядь? Короче, нет, походу, пускай он меня догрызает. Я потратил херову гору хилов, херову гору патронов, так дело не пойдет. Коль такая досада, придется вообще действовать идеально. Да, я понял. Все. Плохо дело. Но ничего. Надо еще, короче, с Ребеккой не соглашаться хилиться лишний раз. Пошла она в жопу. Жадина-говядина. Короче, максимально надо точно стрелять по этим обезьянам. И еще, кстати. Хотя, блин. Я просто подумал, вот, как-то, может быть, сократить путь. Меньше надо будет этих ублюдков мочить. Ладно. Все равно их придется убивать. Хули не выстрелил-то?
Так, вроде подох. Смотрим на лужу. Если он соком потек, значит все ништяк. Че, есть кровь? Эй, мой вишневый друг. И раз-два, по-моему. Странно, но он не встает. Крови нет. Типа сбегать его спалить? Глядишь, опять правда встанет. Сколько мне раз еще придется мотыляться туда-сюда? Правильно? Есть резон, конечно, в этом. Хоть какая-то экономия, может, будет. Ты в порядке? Да, я в порядке, Хочешь, чтобы отойди я от меня. смочила Отойди твои от раны? меня. Нет, отойди от меня. Женщина. Я буду сам себя перевязывать. Так, что я хотел? А, фляга. Будет обидно, если этот пидор сейчас опять встанет. Прям вообще не в цвет тогда будет. Блять, он уже исчез. Замечательно просто. Как вы мне дороги, а? Инвентарь ограничен. Лишние предметы ни к чему с собой таскать. О, кстати, если как только выходишь из двери и сразу же поворачиваешь налево, направо, неважно, эта баба не доебывается до тебя. Она типа тебя не видит. Так, главное по одному выстрелу на них тратить. Будет замечательно. Вот так. Встанет? Да, он встал. Сука, вроде одинаковые же зомби-то. Почему на одного ты тратишь один патрон, на одного 3 вообще? Как это работает? Так, идем туда, где 2 зомби. 3 даже. 3 зомбаря. 1 бешеный и 2 обычных. Причем один сразу же налетает. Давай, сука, я готов. Подох? Не подох. А вот теперь подох. Гандон. Я бы еще пиндальнул, блядь, до кучи. Сучонок. Так. Оставим. Оставим, лишний раз не буду пользовать. Пускай лучше они цветы эти будут на месте стоять, чем я их буду в инвентаре с собой юзать, таскать. Вот так вот. Самая тема, так им чертак сносить. Так, теперь вот отсюда надо одного гондона выманить, чтобы конкретно и в него долбануть, иначе он сразу же нападает на тебя. Берем. Здесь это дело поджигаем.
Не помню, в эту сторону или другую я толкал. А, да не важно. Нет, важно. Так он его задвигает. То есть он ко мне не подойдет, пока я сам туда не зайду, да? Все, я удрал. Я удрал от него. Оба! Не получилось ему чердак снести. Плохо. 2 патрона минус. Ну, хотя бы не встанет. Ну и сразу же перезарядиться. Этот патрон один таскать с собой. Херово, 7 выстрелов дробаша и что там, 15 патронов, и там 4, 19 патронов на пистолет. Еще собаки рядом с химикатами. Но перед собаками придется все-таки сохраниться, чтобы вот опять круги не наворачивать. Вроде более-менее получилось сейчас. Особо никто не грыз. В жизни, в принципе, тоже нормально. Ну и выстрелы более-менее прицельные. Хотя бы лишних патронов не того самого. Так, надо вспомнить, как отсюда-то добраться. Да, придется все равно сохраниться, сходить. Только не сюда, соседняя дверь. Хотя, по идее, что мешает сейчас просто взять и ноты заюзать, бабу посадить за рояль, сбегать, сохраниться. Блин, она бы тоже меня бесплатно полечила. Ой, да хер с ним, короче. Подумаешь, одно растение минусом. Я пропускаю, получается. Ебать, как тут надо действия свои продумывать, а? Кстати, там тоже мужик лежит в коридоре. Он уже готов нападать. Блин, не сюда. Сука, он сейчас тоже встанет. Ты бы мочить как-нибудь, пока они лежат. Было бы замечательно. Че, вставать не хочешь? О, а то я уже думал, он забыл про меня. Не успел. Все? Да, вроде все. Ну, разок он меня долбанул, конечно. Ну да ладно, не беда. Наверное. Ничего не изменилось. Можно перезарядиться. Да, берем, комбинируем. Вот так. Ставим их на эту балалайку.
Катсцену можно. Да, практикуется, Конечно. пускай. Все, валим. Теперь идем, короче, сохраняемся и двигаем к собакам. К собакам на первом этаже. Как бы тут пошустрее это пройти? Да, только через второй получается. Самый такой оптимальный путь. Было бы слотов побольше на этих, как его, в инвентаре. Меньше бы бегать не было бы. А то это положи с собой, это выложи. Добавляет. Так, отсюда мы в большие ворота заходим. Потом сундук у нас находится, по-моему, да, вот в этом пролете. Ну, в смысле, вот в этой двери. Потому что зомбарь бегущий появлялся возле второй. Отсюда мы двигаем вот сюда. Ну, в принципе, ключ со шлемом еще должны дать. Так что, глядишь, может быть, получится побольше сэкономить на патронах. Так, вот, Ребекки нету. Садимся к этому, потрещать. Ты как, старина? Все лежишь, бока свои отлеживаешь. Он даже не разговаривает. Посидел, помолчал. Зачем приходил, так и не сказал. Так. Выкладываем дробовик. Вместо него берем ствол. Где? Пистолет. Вот так. И все, в принципе. А, подожди, лента. Лента. Перезаписаться надо. Я думал, я уложусь за 2 стрима. Нет, ни хрена. С таким прогрессом минимум 3. Тут еще замес с акулами будет и так далее. Так, комбинируем. Одеваем. Все, пошли на собак. Берем химикаты и к растению. К растению, по-моему, можно и так просто попасть. Дверь я вроде туда открыл. Я же к нему заходил как-то. Так, отсюда большие ворота, потом вниз. Все верно. Я думал, кто-то бежит на меня. Вот сюда. Но с собаками, кстати, тоже рандомная херня получается. То, что вот иногда их получается быстро завалить, а иногда они прям на тебя прыгают. У тебя просто времени не остается ни хрена. Одна, причем только собака на меня прыгнула и тут же замочила с первой подачи практически. А там еще вторая бегала. Она может здесь с окошка прыгануть. Если повезет, то завалю их со ствола. Так.
Готовимся. Я думал, он набежит на меня. Одна сзади. Одна не перепрыгивает почему-то. Я перепрыгиваю. Сука. Есть. Она грызанула? Нет, вроде. Сразу же. Так, чтобы, короче говоря, сюда не возвращаться, сразу же делаем крутую траву. В принципе, можно еще одно растение с собой взять. Почему бы нет? Все помещается. Погоди. Слотов не хватает. Та-дам. Так. Бегал бы с собой канистру, таскал и поливал бы зомбарей прямо с нее, да и все. Было бы прикольно. Химикаты. Да, окей, берем. Все. Но эта собака может выскочить как раз, когда я побегу через вот этот вот коридор. Вообще запросто. Надо же, не прыгнула. Хорошо. Теперь надо вспомнить, где у нас этот коридорчик. По идее, на первом этаже. Это как идешь от пианино, первая дверь. По идее, от рояля. Ну, вроде там. И там еще зомби с окошка попрут. Возможно, получится от них удрать. Не знаю. Я знает, научилась она играть или нет. Пойдем сначала растения замочим. На всякий случай. Так, да, вроде вот этот коридор. Чуть дальше. И вот здесь надо будет по шурику пробежать, чтобы вот этого зомбаря на себя не зацепить. Потом по возможности его завалим. Если надо уж очень будет. Угу. Отлично. Так, крышка водяного насоса открыта. Качать воду. Да. В какую сторону? Блять, я без понятия. Давай красный. Так, пошло распыление. Еще. Вода уже прокачивается. Не останавливаем. Химикаты сюда. Бросаем. Все. Отрубила.
Тут у нас 2 растения лежит. Мы сейчас одно скрестим сразу. И у нас получится 2 мощных хилки. Да. Ну ладно. Не просто так. Израсходовал. Кстати, тут больше травы, чем я ожидал. И тут у нас маска. Комбинировать. Угу. Берем мы с собой масочку. Тут не патронов, да, ни хрена нету больше. Очень жаль. Так, у нас 3 растения. Но будем иметь в виду, короче говоря, то, что тут одно лежит. Ну, 2. 2 оставляем тут. 2 остается про запас, короче. Одно берем с собой. Если что, надо будет вспомнить вот это дело. И теперь, совершенно не деформируясь, валим через этих ребят. Тихо, вот сюда. Да, вот сюда ты беги. 2 зомби там. Ну, они, по-моему, это обычные зомбари. По идее, мне в этот коридор больше не надо будет. Вроде как. Так. Здесь мы можем выложить все хилы. Раз. 2. 3. Да, в принципе, пусть будет со мной. Ничего страшного. 2 маски. Их можно в подвал сразу же отнести, почему бы нет. И потом мы возвращаемся к бабе. Ну, надеюсь, к этому времени она все-таки выучит эту лунную сонату. Причем к ней еще даже покороче можно пройти через тех 2 чуваков. Но попробую не тратить лишний раз патроны, лучше в обход пойти. Если их там 2, их же может там еще и больше быть. А вдруг их там 4 или 5 свалилось? 5, наверное, вряд ли, но... Нет, 2 стопудово. 2 я видел, как они выпали с окна. Но их может быть еще и больше. Никто тут не шароебится? Нет, вроде никого. В принципе, зомбари могут попасться уже где угодно вообще. Так, одна маска с... Что там у нас? Маска смерти. Она целая, короче. Целая маска, по-моему, вот сюда подходит. Да. Нет, вместо глаз. Глаз, нос и рта. Нет, не здесь. Давай сюда. Прилепили. Бля, он не пиздится случайно, если я еще одну маску повешу? По идее не должен. Надо все 4. Будем рисковать. Да. Окей, последняя маска осталась.
Я не знаю пока, где ее искать. Но где-то она определенно должна появиться. У нас еще ключ со шлемом не найден. И он, скорее всего, где камин. Ну, с камином что-то связано. Потому что других загадок, кроме как змеи, других загадок я не видел. Так, пойдем туда. С камином определимся. Камин, Бетховен. Вот эту вот фишку попробуем. Угу. Хуярит, сидит там, как Элеонора Хэппи Инглиш, она на своем рояле. Крис! Крис! У меня Я тут. получилось! Молодец. Практика творит чудеса. И прямые руки. Что это? Что-то открылось. Туда никак? Нет. Таямба. Дневник Тревора. С тех пор, как я прибыл в особняк, прошло 11 дней. Как я мог закончить вот так? Парень в лабораторном халате пришел с тарелкой скудной еды и сказал: «Мне жаль, что так получилось, но это из-за соображений безопасности». После он ударил меня. Теперь все обретает смысл. На свете есть лишь два человека, знающих о секретах особняка: Сэн Спенсер и я. И если меня убьют, сэр Спенсер станет единственным обладателем этого знания. Но зачем? Уже не важно. Здесь слишком опасно. Моя семья. Надеюсь, с ними все хорошо. Я решил бежать. Джессика, Лиза, я молюсь за вашу безопасность. 67-й год, кстати, давненько. Как я мог быть таким неаккуратным? Я потерял подарок Джессике на мой день рождения, мою любимую зажигалку. Теперь выбраться из этого темного места будет сложнее. 13 ноября, дата, когда решилась моя судьба. За 3 дня до этого моя тетя была госпитализирована. Джессика и Лиза говорят, что собираются навестить ее. Жаль, что я не могу быть рядом с ними. Но подождите, даже когда я пишу, ко мне возвращается моя память. Перед тем, как потерять сознание, я помню, что парень в халате сказал что-то похожее на скорее всего, ваша семья уже. Я молюсь за их безопасность. Мне каким-то чудом удалось выбраться из этой комнаты, но покинуть особняк будет нелегко. Мне нужно преодолеть все ловушки и загадки. Глаза тигра – золотая эмблема. Я должен попробовать, должен вспомнить все ради своего же блага. Что-то все вместе намешали, и глаза тигра, и эмблема. Их местами надо поменять. Угу, иначе дверь не откроется. Сейчас сделаем. Вовремя я ее взял. А Ребекка, наверное, уже дриснула стопудово. Нет, смотри-ка, стоит, тупит. Хоть бы дернулась, а какая курва. Так, там у нас ничего нет. Поживиться. Нет, я не хочу ее больше брать. Вообще стоит, как ни в чем не бывало. Ты что, С падал? тобой все в порядке? Да. Только не сдох чуть-чуть, да и все. Отлично, не переживай. Ничего не появилось тут с часом. Шкафчик. Приятный винный аромат. Так, давай тогда эмблему. Эмблему ставим в камин. Больше некуда.
Это что там такое было? Какие-то двери, что ли, хлопнули сзади. Давай. Угу. Часы открылись. Когда двое пробегут друг против друга, путь к вашей судьбе будет открыт. Похоже, вы можете вращать шестерни в руке внутри часов. Попробовать? Да. Какую шестерню вращать? Ну, давай маленькую. Угу. Погоди. У нас каждая стрелка только передвигается, ну, на четверть. Давай еще раз вращать. Друг-то против друга. Маленькую. Подожди. Маленькую мы не будем трогать. Доспехи и шлем. Вот мне шлем нужен. Какую вращать? Большую. Блять, не так. Продолжаем ее вращать. Вот это вот здесь оставим. Нет. А большую придется вернуть назад. Большую. Вправо. Да. Нет. Давай попробуем местами их поменять. Большую. Еще вправо. Еще вправо. Большую. Вправо. Нет. Сейчас попробуем длинную стрелку наверх загнать. Так. Маленькую. Влево. Продолжим вращать. Маленькую. Влево. Нет. Да. Ставим часы на 6 часов. Да хоть никакая падла не выскочила, спасибо. Ключ от особняка, да, вот и он. Со щитом. Так, ну со щитом у нас первая дверь вот здесь находится. Короче, сейчас все остальные двери надо обходить. Твою же мать. Я бы сохранился на самом-то деле. А то сейчас какие-нибудь сволочи выскочат, грызть начнут. Давай все-таки сбегаем. Сохранимся. Уж лучше 3 минуты потратить, чем потом потратить 40 минут и все это дело переигрывать. Коридор-то какой? По-моему, вот это. Кстати, вот ближайшая дверь вон там находится. Как только спускаешься, ну рядом со спуском. А, нет, ни хрена. Я еще... Эмблема щита только.
Значит, эмблема шлема еще есть. Твою же мать. 4 набора ключей. И Ребекка на месте. Но мы не будем пока просить ее отхилить. По идее, Ты значит, в порядке? да. Хочешь, чтобы я залечила Отойди от твои меня. раны? Отойди от меня. Короче, среди прочего, надо искать именно дверь, которая будет щитом открываться. По-моему, у нас что тут, неоткрытые двери? Это наверху. Там, где рыцарь такой, со щитом крутящимся, но где ключ меняли. По-моему, вот там вот дверь. А потом еще какие могут быть? Так, у нас это шлем. Пойдем на первый. Может быть, на первом там подходит ключ. В принципе, до дверей закрытых не так уж и много осталось. Хотя, относительно. Ну, по-любому, где-то там среди прочего и маска валяется. Эх, если бы патроны валялись. Шлем. Тоже шлем. Так, вот там в конце что-то. Какая-то комната. Чадная машинка с ящиком. Вот рядышком там комната. Возможно. А может быть и нет. Туда идти, там можно и подохнуть. Ладно, сохранение было не так давно. Рискнем, так сказать. Попробовать двинуть эту штуку, а вдруг... Ладно, я хотя бы попробую. Вдруг там еще появится та же самая обоймочка от пистолета, почему бы нет. Так, проверяем. Угу. Дальше топаем. Ну, хотя бы ребят не вылазит лишних уже. Уже спасибо и на том. Так, вот там комната. Там у нас гербом, там что-то бла-бла-бла. Вот про это комнатушка. Правильно? Стоять. Вот это. Закрыто. Герб. И все. Ага. Пошли тогда. По идее, с этой. По этой стороне можно выйти. Ну, случайно тут ничего не надо. А вдруг в этой комнате, в сейф-рум, так сказать, появилось что-нибудь полезное?
Вдруг мне опять каких-то ништяков оставили. Да. Хуй соси, губой тряси, как говорится. Кстати, вот здесь вот у нас комнатушка не заюзана одна. Рядом с камином. Угу. Вот это. Закрыто. Шлем. Вот урода. Сейчас еще надо думать вообще, куда эти ключи можно. Ключ один приладить. Щит. Щит. По-моему, у нас только вот одна комната. Наверху, который получается на 3-й этаж, который ведет. Только не там, где змея. А там, где рыцари у нас находятся. По-моему, это единственная комната со щитом. Но это не точно. Вообще не точно. Ну тут явно ни хрена нет. Вот там, где зомби носятся, там двух штук, которых я оставил, там с окна, которые выпали. По идее, там никаких комнат закрытых не было. Ну, где растения? Вроде нет. Так, это у нас возвращает по кругу. Вот здесь у нас была загадка, я ее сделал. Здесь у нас комната со змеей. Отсюда мы выходим еще, по-моему, в один коридор. Давай-ка вот мы сюда пройдем. Вот это у нас куда ведет? По-моему, тоже на балкон. Ну тут у нас кореш, по-моему, сидел. Больше ничего такого тут и нет. Да. На балкон, в котором ты свистишь, тоже сквозная она комната. Так. Короче, надо найти именно... вот, получается, да, отсюда. Отсюда только самая первая дверь. И мы попадаем отсюда в золотой коридор. И там на 3-й этаж. По идее, вот думаю, что комната со щитом только там находится. Больше ей просто быть негде. Закрыто с другой стороны, это понятно. Кстати, здесь, по-моему, чувак один не вставал. И с чё? Да, блядь, путает камера. Не будем рисковать. Но все равно через него идти в любом случае.
Тоже шлем-то, твою же мать. Значит, со щитом осталась какая-то только одна комната. Где бы ее найти-то? Неплохо. С 2 выстрелов. Прям рандом хорошо сыграл. Что у нас там, кстати, по инвентарю? Давай заберем. Травку. Раз. И вот это второй берем. Если места не будет хватать, тогда уже соединение, а так похер. Где-то у нас есть, короче говоря, волшебный коридор, куда мы можем применить тот самый заветный ключ. Там как будто вот кто-то, да, дверями долбает. В чем дело, мужчина? О! А ты-то откуда тут нарисовался? Пять патронов, как с куста. Семь патронов. Можешь попробовать туда спуститься? Но обычно под такими комнатами пишут то, что это комната с таким-то только ключом. Здесь отписалось то, что только меч нужен. Бля, плохо. Ну куда мне с 4 патронами? Че мне с ними делать-то? Это лифт. Не похоже, что он останавливается на этом этаже. Ага. Тут нет просто закрытых комнат. Не тот коридор явно. Там зомби еще, кстати, ходит. И этого бы спалить не мешало. Так, первый этаж. Это второй этаж. А как вот в этот центр попасть? Ну давай попробуем. В принципе, когда туда добраться, я знаю. Пойдем. Это ведет в тот коридор. Возможно, золотой. Да, это золотой коридор с закрытой дверью. Но оттуда никак.
Значит, скорее всего, у нас вот эта вот комната, точнее ключ со щитом. Возможно, только от этого какого? Ба-ба-ба-ба-ба. Змеи здоровенной. Потому что, ну, просто других комнат я не знаю. Все остальные со шлемом. Со щитом, только со змеей, по-моему. Поэтому возьму я с собой. Ключ можно выложить даже, наверное. Тихо, не туда. Ключ можно выложить. А нет, ключ по-любому надо с собой взять. Эй. Да, вот эта комната. Попробую взять с собой нож, сохраниться. Че, хилы в принципе есть. Там еще по дороге вроде парочка. Если я их не забрал. Да, и пистолет я тоже выложил. Прям как Рэмбо, блядь, пойду на здоровенную змею с ножом. В принципе, в теории ее можно замочить, она довольно-таки медлительная. И если ее аккуратненько рубить ножом, то будет ништяк. Так. Давай сразу так вот. Меняем. Да, лента. Блин, одно сохранение осталось. Ты в порядке? Да иди ты Хочешь, от чтобы меня. я залечила твои раны? Блять. Я поторопился, и она... Ну, вот и все. Лекарств больше нет. Впредь будь осмотрительнее. Пошла ты нахер. Если что, 13-го сохранения. Если что-то пойдет не по плану. Охренеть, последняя запись осталась. Пошли с кинжалом. Так, змея у нас находится. Отсюда мы выходим в общий коридор. Потом во второй холл. Будет отстой, если там еще какой-нибудь зомбарь встать решит. Придется как-то его убивать ножом. Так, да, отсюда вот сюда. Будем, как говорится, пробовать совершать подвиг. Две травы, ну давай здесь вот объединим. Вот так. И две вот эти забираем. Раз. И второй. Угу. Все, пойдем на кобру.
Если нет, тогда придется дробовик. Да, вот он, только единственный ключ щита. Если нет, придется за дробашом пилить. Пробуем. Где она? Раз. Тихо, 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 главное не запутаться. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Все? Она уходит? Нет, не уходит. Шестой. Сука. Седьмой, восьмой. Так, ну, отравление. Ну, в принципе, я пока еще не подох. Убегаем. Дальше. Ну, где-то 10-й раз. Где-то 13-й, 14-й. Так, сколько у нас? Ну, в принципе, еще нормально. Держимся пока. В другую сторону крутится. Карусель, карусель, сука. Так, вот теперь по-любому лечимся. Так, ну, пойдет, пока пойдет. Карусель, карусель. Кто съебал, тот успел. Прокатись на нашей карусели. Ну, больше 3 ударов она мне не дает нанести. Вот так вот разок ее кольнем. Сюда. Твою мать. Всё, замочил. Она свалит сейчас. Но похилиться все равно надо будет. Все, он ее не бьет уже. Она убегает. Валит себе в дупло. Эко оно когда? Ух, я и патроны еще сэкономил.
Вот только 6 штук дают. Здесь больше ничего нет. А вот масочка у нас лежит. Бери маску. Ну, в принципе, что, отлично со змеей-то получилось. 0 хилов, тупо нож. А точнее, 2 хила, 2 травы я использовал. Нож и все. Экономненько. Так, теперь по-любому нам нужен дробаш. Плохо дело. Крис! Мне нужна сыворотка. Сыворотка! Я помню, что видела ее. Я скоро вернусь, только держись. Ни хрена она не вернется. Ага. Короче, вот куда надо идти за сывороткой. Я что-то забыл совсем этот момент, то что надо еще и за эту бабу бегать. Окей. Сколько патронов-то? 15 штук. Не густо. Сыворотка у нас прям в одном и том же месте находится. А мы по-быстренькому ее раздобудем, я надеюсь. Никакая падла не помешает. Будет отлично. Ну, мне кажется, все равно парочку-то зомбарей должно встретиться по дороге. Как нет, без них было бы скучно. Надо чисто тебя еще раз проверяют на знание особняка. Не помню, надо ли будет ей какие-то миксы делать. Бабенка этой. Или она просто бутылку с собой возьмет, и надо будет ее отнести. Да. Сандали у нее прикольные, подкрадули. Белые, на Гриндера похоже. Говно пина. Так, взяли, да. Надо еще? Ну, видимо, нет. Побежали. А у этой бабы типа что, только одна задача, тупо сыворотку доставить и все, больше за нее никакого геймплея не будет. По-моему, вот я вообще про нее забыл. То, что за нее как-то какой-то момент надо отыграть. И тут надо же. Нарисовалась. Странно, и со змеи тоже никакого ключа не выпало. Значит, этот ключ шлема надо где-то в другом месте искать. Примерно еще четверть замка не открыта. Где-то так. Интересно, если бы змея его не укусила, была бы это Как себя катсцена? чувствуешь? Что произошло? Ты был укушен ядовитой змеей и потерял сознание. Большой Не ядовитой спеши. змеей. Ему нужно было отсосать яд. Подчеркиваю слово Голова отсосать. раскалывается. Все хорошо. Я сделала тебе укол сыворотки и напоминаю, впредь будь... Осмотрительнее. Надо запомнить. Мгм. Я твой должник. Окей. Ага.
Давай-ка вот это мы растеница сожрем. Хотя, подожди. Если мы подойдем к бабе, она будет что-нибудь делать? Слава богу, я успела вовремя. А лечить? Че ты пыришь на нее? Ничего она не делает. Ладно. Идем за дробовиком и спускаемся вниз в подвал, одеваем маску. И идем, валим этого чувака. Но сначала дробаш надо взять. Ножом мне с ним не управиться. Он больно шустрый. Да, в принципе, если сейчас вообще любой зомбарь попадется, он может меня замочить. Так, да, все верно. Да, вот сюда. Ну и потом такой же дорогой, только вниз. Этот все валяется. Но с ним потом еще с акулами какая-то сцена будет. Там, где он вроде как поможет. Так, да, 11 выстрелов. Последняя маска. Одеваем. Ну, в принципе, и хилы у нас на всякий случай. Вообще что-то не могу вспомнить, когда же нам все-таки ключ со шлемом дадут. В какой момент времени? Тут же еще и пауки будут ползать. Но не везде. Сейчас самое то была бы тема сохраниться, конечно. Это вообще был боулинг. А то придется змею опять лупить. Хреново, кстати. Надо сейчас очень точно стрелять по этому гаврику. Очень экономно, чтобы он меня вообще не грыз. Поехали. Патроны для дробаша. Не поймаешь. Че ты встанешь, нет? Ну, вроде все. Нет, не все. Подождем. Ворота. Не, ну вроде все, но тут один должен быть. Да. Патроны. Сразу же комбинируем их. И
Блин, ни хрена он сносит. Просто он один раз меня кусанул и все. Выключатель. Тут что-то есть. Эмблема. Камень и металл. Давай-ка изучим ее. Нет, ничего обычного. Ну слушай, такие символы я видел как раз в холле, там с одной стороны. Короче, холл за большой лестницей, там есть спуск. Там вот такие углубления были. Если нет, тогда тоже через камин надо будет топать. Через камин. Блять. Через камин, потом какой-то длинный коридор, и там, где собака на меня нападала. Угу. Интересно, что же на той стороне двери? Да, действительно. Ну, одну я поставил, а толку-то от этого никакого. Да, возьмем. Их надо два. Две штуки сразу запихивать. Ну тогда что, как вариант, возвращаемся назад. Туда к металлической двери, короче, надо топать. Их две штуки. Две металлических двери. Вторая находится там, где герб. Там, где чувак на меня нападал кучу раз. Там, где картины висят. Поэтому сейчас можно у нас что? Ну, эту штуку мы с собой оставим, возьмем. Там еще есть, ну, там, короче, есть шестиконечное такое же углубление. И, не знаю, вот этот герб туда подойдет. Или же второй. У меня их двое, там это про ветер написано. О, Ребекка опять тут. Но лечить она уже меня не сможет. Где эта хрень? С символом ветра там что-то написано. Вот он, гребень ветра. Тоже шестиконечный. Тут по-другому сделан. Перепишусь. До хрена пройдено. Точно она меня не полечит больше? Еще немного, и он поправится. Угу. Кто бы меня поправил? Старая печатная машинка. Да. Последнее сохранение. Больше ленты нет. Так, а пистолета у меня сколько? 4 выстрела всего. Только дробаш. Хоть как-то пострелять. 12 патронов. Так, да, мне в основной холл. Основной холл, туда, где картины. Там у нас еще собака, кстати, будет перед этим. Ну, перед этой металлической дверью.
Как-то у меня получилось ее разок сваншотить, но этот как его... По-моему, я переписал то сохранение. Хорошо, хоть никто не нападает. Если бы они начали респавниться, было бы жестко. Так, вот сюда. Здесь заходим. Отсюда вот в тот коридор дальний. Здесь вот мужик постоянно валялся. Собаки нет. Может, также нет ее. Пошла нахер от меня. Сучара. Все равно грызанула. Внимание. Ладно, 2 патрона. Так, в углублении написано: осквернитель проклятого гроба. Угу. То есть вот то, что тут лежало. Давай. На обратном пути эту штуку надо будет забрать по-любому. Патроны. Отлично. Что еще? Тут различные горшки, инструмент. Гранату берем. Ну а что ты не берешь-то? Так. Здесь и такой сундучок вот этот прям в глаза бросается. Такое ощущение, что его можно ножом разбить. Тихо, не сюда. Так, погоди. Не торопайся. В принципе, спрей сейчас не очень нужен. Оставим пока место. Он тут, в принципе, на видном месте. Его видно всегда. Так, вот это вот что такое? Тоже открыто. Это Брэд. Прием, Старс, отряд Альфа. Прием. Меня кто-нибудь слышит? Это Крис. Это Брэд, Старс, отряд Альфа. Отряд Браво, неважно. Ответьте. Повторяю, это Брэд, это Крис. Брэд! Черт, она сломана. Ясно. Пойдем сначала в маленькую дверь. Тут собаки и все остальное. Не будем торопиться. Давай в мелкую дверь зайдем. По-моему, там дорога на кладбище, а здесь это дорога в канализацию. Табличка. Похоже на какой-то указатель. Каждое направление сопровождается подписью. Север, долина разрушений. Юг, пещера ненависти. Восток, безумие, путь к мести. Это запад. Угу.
Пока не надо. Кто-нибудь ответьте. А, Вескер? Зацепим. Отступаем. Сопротивляемся. Держитесь подальше от леса возле особняка. Очень вовремя. Держитесь, говорит, подальше от леса. Вот второй флюгер. Из собаки. Ворота закрыты, да? Ворота откроются тогда, когда желания сторожевых псов будут выполнены. А какие желания? Статуя с голубыми глазами. Надпись гласит: вздохи разрушения. А здесь надпись гласит: боевой ключ мести. Короче, месть и разрушение. А цвета у них какие? Красный — это месть. Синий — разрушение. Я понял. Так, тогда нам к этому, к флюгеру надо двигать. Красное — разрушение, синий — месть. Так, красный — разрушение. Север — это N. И запад — это W. Короче, красный ставим на N. Нет, еще крутим. Вот так. Нет. Вот так. Угу. А вот это сюда. Это тоже на N ставим. Ну, тот на W ставили, этот на N. Нет. Еще крутим. Нет, не сюда. Вот так. Все, открыты ворота. Вороны будут нападать? Я их уже опасаюсь. Так, в углу углубления что-то... в углублении что-то написано. Когда ветер подует на земле, тогда звезды засияют на небесах. Ну вот этот ветер. Вот сюда и тыкаем. Угу. 3 штучки каких-то. Гребни вставлены. Да, давай. Привет. Это я уже их не вижу ни хера. Короче, агрим всех. Как бы в них шмальнуть-то по-нормальному. Вот так, допустим. И эти взлетели. Нет. Черт, только одну подстрелил. Надо больше. Плохо. Один патрон просрал.
Пошла нахер. Блин, сколько мне на них патронов-то потратить надо? Почему он не попадает? Сдал выиграю, отлично. Я же их не вижу. Давай хоть комбинируем. Пиздец. Последняя ворона. Наконец. Так, берем. Гребень звезд и гребень солнца. Смотрим. Угу. Тут две каких-то штучки. Нажимаем, да? Окей. Ну все, как выйти-то? Угу, тут крест. Тут 3 полоски. 3 полоски, это значит мега бурундук. Так, да-да-да. Ну это я понял. Короче, последовательно просто надо вставить. На выступе что-то вырезано. 2 вертикальные линии. Может быть, это символ. Да, может быть. Это сюда. Он автоматически, да, походу их втыкает. Угу. Ну что ж, окей. А вот и малыш Магнум. Самое мощное оружие в игре. Внутри аккуратно расположен револьвер. Спасибо. Мне бы еще пленочку и похилиться. Куда-то ведет. Ага. Кто-то воет. Блять, ворона что ли сидит опять? Скорее всего. Огромная статуя тихо стоит в темноте. Я понял. Куда идти-то? Вот сюда? Забор кривой, непонятно куда, где проход. Погоди. Ну да, ты тут по кругу просто обходишь. Ни хера тут нету. Бесполезного. Угу. Да, возьмем. Пока только одной попробую похилиться. Да, все равно внимание. Прям как знали, да? То, что 2 пригодится. Окей. Больше всего взять нечего. Слабый свет проникает через трещину. Может там кто-то живой? Ну, там может быть кто-то и мертвый. Запросто. По таким злачным местам ходить. Тут из живых, по-моему, только наша группа. Альфа. И все. Ну, старсы, короче говоря. Остальные все жмуры. Так. Ну, это... Что там, как-то? Сторожка дворника, типа того. Тут висят различные бинты. Могут эти коричневые пятна быть кровью. Да запросто, чувак.
Ракурсы с ебанической скоростью меняются. Так, это карта заднего двора. Взять. Угу. А вот это красное, походу, там, где собаки шароебятся. Скорее всего. Да, кладбище с могилами вон тут, где квадратная эта штука. А там уже спускаешься в канализацию, скорее всего. Хорошо. Печатная машинка. Пленки-то нету. Этим давно никто не пользовался. Так, он туда вниз спускается. Давай посмотрим, что в сундуке. Это мой сундук, в котором ни хрена нету. Ну, в смысле, я на предмет записи. Плохо. Так, семейная фотография. Это чей-то журнал. Папочку забрали первым, мамочку забрали второй. Внутри классно и слизко. Белая и твердая. Не настоящая мама где? Не знаю, где папа нашла. Маму опять когда забрали. Маму она не двигается. Больше она кричит. Почему? Просто хочу быть с ней. Мама где? Я скучаю по тебе. Содержательная записка. Старая печатная машинка. Да, мне нужна, блядь, печатная лента. Ну, где ее взять? Отсюда хороший вид. Спасибо. Я понял. Давай чуть повнимательней. Может, где-то валяется эта лента? Здесь. Нет? Должна же быть запись-то где-то. Что за херня? Машинка есть, записи нет. Замечательно. Ладно. Тут еще какой-то закуток есть. Слетай. Угу. Рукоятка. Давай возьмем. Сюда никак не пробраться. Ничего. Никак и ничего. Шикарно вообще. Меня вырубили. На почтальоншу наша похожа. Тоже в ее присутствии есть что-то зловещее. Так, спокойствие, леди. Юная. Тихо. Вот так. Оу. Оу, май. Блин, ну я не вижу. Все, кажется, подохло, но это не это. Возможно, ненадолго. Это падла, возможно, встанет. Ладно, топим. Сразу же комбинируем. Ей бы гранатку в башку. Было бы замечательно. Сундук, главное, есть. Есть печатная машинка. Нету пленки сраной. Вот это вот вообще беда. Очень большое упущение. Так, ну что, мне тупо назад. С кривой камерой. До свидания. Нигде не застреваем. Прям как в Silent Hill бежим.
Напролом просто. Я в 4-м также бегал. 6 патронов. И все. Хилы как бы есть, но что толку, если биться нечем. Ну и 6 выстрелов магнума, но... Надо же чем-то еще валить последнего босса. Че, мне тупо туда, к собакам. Где-то ленту искать. Больше выхода нет. Сейчас с собой спрей захвачу. Как раз инвентарь позволяет. Да, взять. Я думаю, если в особняк вернуться, там изменится мобы, либо кто-то будет ползать уже. Меня завалит. Собаки. Здорово. 2 штуки. В смысле? Блин, 2 патрона просто так выстрелил. Три собаки. Круто. Да, попали в них еще. Было бы замечательно. Да, и патронов нету ни хера. Охеренно вообще. Ни хилов, ни патронов, ни хуя нету. А, ну, спасибо, у меня есть спрей целый. Сюда ручку надо воткнуть, да? Не обязательно сейчас использовать. А когда это надо использовать? Бля, если к собакам пойду, я покойник, они меня догонят. Что делать? Придется в особняк возвращаться и брать из сундука хотя бы нож. Пистолет, да похер, чё. До свидульки. Блять, не туда. Не туда. Странно, они меня не укусили. Чудо чудное, диво дивное. Как быть-то? Ни пленки для сохранения, ничего не осталось вообще. У меня только 4 патрона. Я весь дробаш расстрелял к хуям собачьим. Ну вот я отсюда могу завернуть сундук. Если только взять до хрена хилов и с ножом ломануться на собак. Давай траву сейчас использую хотя бы. Да, пойдет. Хоть 4 выстрела. Хоть что-то. Да, все, одна трава осталась. Магнум на босса пойдет.
Да, но он почему-то перестал собакам гранаты эти запихивать. У него 2 гранаты там как раз. Одну собаку я завалил. Вроде как. А, ну да. Дверь сломана. Одну собаку я завалил, а 2, мать его, осталось. Как раз по гранате в каждой врыло и все. Но, увы. Нет. Подожди. Да, вот сюда. Кстати, странно, у меня есть ручка, но ее почему-то никак ее не применить. Там, где ходят собаки, тоже вроде ничего такого нету. От других углублений под ручку я вроде не встречал еще. Ладно. Ну, собак определенно завалить придется. Дайте, блядь, чем сохраниться. Сохраниться и чуть пострелять. Тупо 4 патрона и все. Я до хрена, блин, дробаша с собакой завел. Стой, вот здесь вот этот вот, который в глаза очень сильно бросается. Давай-ка его попробуем заюзать. Ножа. Нет, не разбить. Но идея бы пригодилась, конечно. Неплохая, точнее, я имею в виду. Неплохая идея была. Вдруг там что-нибудь в коробочке полежало. Вкусного. Давай, собака. Опять их 3. Две. Стой. Полезаем. Да, все, отпускай. Блять, а? Пошла нахуй. В смысле она взорвалась? Он когда-то успел в нее гранату засунуть. Блять. Опасно. Надо срочно брать вот это вот. Блять. Я не успел отхилиться, твою мать. Я просто, как только я перешел с одного меню, я просто начал спамить по кнопке, чтобы вызвать инвентарь. Но нет, пошел ты, говорит, в жопу. Беги заново, вообще все.
Просто пиздец. Сука, ни одной коробочки, блядь, записи. Урода. Охуеть вообще. Тут я не знаю, либо хуй забить на ворон, или в сторожку не идти. Не, в сторожку по-любому придется идти. Там кривой валяется. На ворон много выстрелов ушло. Тогда магнум не получится взять. Там надо это все по-быстрому. В принципе, как бы хер бы с ним, пускай они урон наносят, ничего там страшного нет. Ладно, сейчас посмотрим. Я еще думаю, где же можно максимально, блядь, сэкономить просто на патронах. У меня осталось сколько? 6 выстрелов, но там еще 6 лежит. Того 18 выстрелов. Собак 3 штуки. Примерно на каждую собаку по 2 выстрела идет. Короче, в принципе, если терпеть побои от ворон, быстро забрать магнум и удрать по прямой, то как вариант. Должно получиться. Там у нас спрей, граната валяется, да? В переходе. Блядь, еще тут собака же. Ее бы сваншотить было бы замечательно просто. Я не вижу. Я не вижу, где она. Ой-то. 2 выстрела. Но она мне не грызанула. Есть резон, кстати, от них просто удирать. В смысле не... Ты че, урод? О, да. Осквернитель гроба. Пользы. Но за кривым в любом случае надо в конец туда идти. Он для чего-то нужен. Бери гранату. Да какие, блядь, инструменты? Гранату бери. Так. Ну, давай, в принципе, спрей находит. Стой. Сколько? 3 слота. Здесь 1 освобождается, да. Спрей пойдет. Спрей еще влезает. Так, этот красный флюгер мы, короче, на W ставим, а этот на север. Ну, запад. Этот мы ставим на запад. Блин, не попал. Давай дальше. Вы еще быстрее не можете его крутить? Наконец. Так, ставим собак с жопами. Дальше. Пропускаем.
Сразу получилось. Надо же. Сразу блам-блам-блам, да-да-да. Стоять. Терпим, блядь. Потом полечимся. Пользуем. Сразу забираем 3 штуки. Да, берем. Да, берем. И сразу же в инвентаре их открываем. Берем инвентарь. Изучить. Крутим. Нажимаем. В принципе, если успеть, то на этих ворон можно вообще ничего не тратить. Да, в принципе, и на почтальонку можно ни хера не потратить. Хотя нет, она пройти не даст. Использовать. Использовать. И использовать. Сейчас по спидрану тут замутим вообще. Да. Все, топим. Вороны не догонят. Наверное. Но там подачку придется получить от этой обезьяны. Но она из дома за тобой не выходит. Она из дома за тобой не выходит. По выходу из дома есть у нас 2 травы. То есть то, что она удар нанесет, это сразу же можно и отхилить. А у нас 2 слота как раз. Но тогда кривой, блядь, не влезет. Хотя, ладно, посмотрим. Пока так. Попробую 1 выстрел чисто на нее потратить и все. Хотя можно и так, в принципе, прошмыгнуть, попробовать. Опять, где лента? Стоять. Карту. Да, я понял. Здесь записульку читаем. Замечательно. Информационно содержащую. В принципе, магнум можно и выложить. Здесь забираем кривой. Та-да, рукоятка. Почему он здесь не может пролезть, а? Вырубаемся. Ну да, пропускаем эту сцену. Никак. Какая симпатичная женщина. Ну, вообще на нее патронов не будем тратить.
Не заслужила. Сильно долбануло-то. Да нет, не очень. Ну, можно кустик один стрепать. Так, чисто на всякий случай. Не, оставим. Пусть будут. Мне вот это, блядь, это... Тихотниче, да? Мне вот одно интересно, почему так мало дают ленты? До свидания, мужик. Ну, кстати, он блюющий еще. Романтика. Зомбарик-то у нас с душком попался. Пробегаем дальше от ворон. До свидульки. Вот я на них где-то выстрелов 5, наверное, 6 потратил. Их можно вообще, по идее, пробежать просто. Спидран вся хуйня. Так, идем к собакам. Что там у нас? Обойма? Нет. Перезаряжаемся. 10 выстрелов. Точнее 16. В принципе, если мочить пристрел, ну, точно по собакам, то на каждую по 2 выстрела. Это Брэд. Я знаю, что это Брэд. Тихо. Все, они активировались. Блин, неудобно. Куда-то в воздух вообще пальнул. Чё за, блядь, дебил, а? Давай так. Встанет кто? Ну, смелее. Не, вроде сиропом потекли. Ага. Комбинируем. Не, ну слушай, в принципе, уложился. По минимуму прям. Смотрим, что есть. Так, как обычно, нихуя тут нет. Это лифт, по-моему, который у нас к этому, к столовой ведет. Давай возьмем. Только тут вот начинает появляться, кстати, у нас синяя трава, которая от отравлений помогает. Давай закомбинируем. Похоже, этот фонтан, на нем нет воды. А тогда в прошлый раз почему-то я подбежал к этим воротам, но не сработало. А, нет, сработало, все верно. Просто он здесь этот рычаг не смог использовать. Рукоятка, квадратное отверстие. Че он в прошлый раз заортачился туда ее запихивать? Бля, тут же еще табун народу будет.
вы слышите звук водопада вдалеке. Рукоятка. Ну я ее просто забрал с собой. Что-то потом где-то крутить надо будет, чтобы она типа нормально заработала. Погоди, давай назад вернемся, я попробую этот лифт дернуть. Может его спустить надо. Либо чуть позже надо что-то с ним сделать, чтобы он упал. Нет, пока с ним ничего не сделал. Ну окей. Бля, там тень какая-то шароебилась, я думал, это собака воскресла очередная. Ладно, пойдем вниз. Тут сейчас канализация, получается, пауки. И змеи еще тут будут. Так что под ноги надо смотреть внимательно. Все, что ли? Больше ходов тут нету? Погоди. Угу. Да, больше ходов нету. Ладно, поехали на лифте, но скорее всего мы сейчас в особняке окажемся. Нет. Бля, вот вороны вообще не в тему. Так, раз, один выход. Здесь второй. Эта штука питания к лифту не подается. Вот туда нужно аккумулятор вставить. Значит, пошли на выход. Стой. Там что-то вроде на лавочке лежит. Нет. Наемка лучше... Ай, тихо, 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 ребят. Да, пошли вы, волчко. Потрепали немного. Ничего страшного. Как-то вот этот, по-моему, водопад можно перекрывать. Там тоже в нем может что-то находиться. По крайней мере, за ним. Что это за игра такая, у которой за водопадом ничего нету? Вот они, змеи, поперли. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведем. Угу. Это у нас типа домик-садовник или что-то такое. Эти как спрей с пестицидом для растений. Он пуст. Бля, дайте комнату с сохранениями просто хотя бы одну ленту просто, чтобы потом 2 часа не переигрывать. О, неужели лента? Лента же? Ну точно. Охуеть. На полках, да, ленту давай. Наконец-то 3 штуки. Целых 3. Господи Иисусе, она... Спрей у нас плюсуется? Не могу. Я понял. Чемодан. Ну давай выложим. Значит, мы выкладываем вот эту беду. Раз. Спрей тоже. Вот этот спрей подберем. В принципе, можно или как синие растения все пособирать, а потом уже сохранится. Чтобы просто это в сундуке все находилось.
Думаю, мне сейчас за жопу никто не схватит. Сколько слотов у меня? Блядь, 2 штуки. Давай, наверное, вообще, в принципе, тупо дробаш оставлю. На случай, если кто-нибудь решит мне сделать кусь. Давай, вот это и пленку. Забираем все растения в округе, которые Макс есть. Ланг. Норм, ты плодовитый. У меня тут уже полжизни прошло, а ты еще стримишь. Да. Но, кстати, будем скоро заканчивать. Еще минут 20. Я тут без сохранений. Без сохранений бегал, и поэтому мне не вариант. Я пленку всю просрал, патроны тоже, так что веселуха. Но переиграл вроде получше. Я хотя бы хоть по спидрану немножко пробежал тут. Так, там у нас эти кобры, блядь. Ладно. Не пойду за красным уже растением. Просто синий выложу. Хрен бы с ним. Я вот думаю, в какой момент-то сохраняться. Вот в ту комнату заглянуть, наверное, да, надо? Закрыта. Надпись 1001. Здесь у нас, по-моему, типа Макс ваншота. Ланг. У меня тут цирк с ментами был. 2 часа из жизни. А чё, менты ругаться пришли, что ли? Ты, наверное, что-то нашкодил? Тихо, тихо, тихо. Там пауки. Там пауки, я понял. Короче, сохраняемся. Сохраняемся. Вот если, по-моему, что-то с этими дырками, то ли ты наступаешь куда-то не в тот момент. Короче, тебя какая-то залупа из этой дыры хватает и ваншотно. Ты покойник. Так, вытаскиваем вот эти вот синие все эти синие растения. Чик. Меняем на ленту. Патроны. Не знаю, рукоятка нужна пока или Макс нет. Ланг. Ноут отправил через Яндекс курьера, а курьер пропал. Так, а при чем тут менты тогда, если курьер пропал? Ты вот с ментами, что ли, курьера искал? Так, давай 16-е сохранение. Ну, в принципе, 2 пленочки у нас осталось. Макс Ланг. Заяву писали. Заяву писал типа то, что курьер не пришел в назначенный срок, так сказать. Может, он заболел или еще какая-нибудь херня там, ну я не знаю. Может, случилось что? Ты же ему явно, да, звонил, трубку он не берет. Так, вот на эти дырки нельзя наступать. Вот этот ящик надо как-то подвинуть по-хитрому. Ну пошли сначала в большое вот это вот помещение. Ту-ту-ту-ту-ту. Тут проклятые пауки. Здрасте. Бац. 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 3 патрона на Макс одного Ланг. паука. Курьер Яндекса. От точки до точки. Он не может заболеть за 15 минут. Ну да. По идее. Красная керосиновая лампа. Она не горит. Значит, получается, курьер ливанул с твоим заказом. Как иначе? Бля, он до сих пор с него что-то брызгает. Там еще какие-то пауки.
кожаная куртка частично проржена кислотой. Тут какая-то типа лаборатория была. Вон там это бледво висит на потолке. Давай наверх. Оранжевая керосиновая лампа тоже не горит. Не буду, наверное, я рисковать через решетку. Несколько шаров. Слушай, это, наверное, пригодится. 2, 6, 5, 4, 3. Давай запишем. 2 это синий. 6. Зеленый. 5. Оранжевый. 4. Фиолетовый. 3. Красный. Окей. Ничего необычного в расположении, но... Блять, вот ножом бы эту курву долбануть. Да не получится через решетку. Макс Лонг. Короче, у тебя голосовой фильтр не пускает сообщения. Голосовые сообщения не пускают. По-моему, я их вообще не настраивал. Патроны для дробовика. Аптечка. Слушай, тут ништяки валяются. Зеленая керосиновая лампа. Тоже не горит. Погоди-ка. Да, я хочу взять аптечку. Что это? Красная книга. Ладно, мы ее заюзаем обязательно. Мне вот больше беспокоит паучок, который висит там. Да, патроны. Я хочу их взять. Так, ну и пока я тут болтаюсь, это дело мы откроем. Че это, шмаль? Внутри смесь зеленой и синей травы. Я думал, аптечку дадут, а тут какая-то шмаль беспонтовая. Вот уроды. Давай хоть книжку почитаем. Что тут? Книга с крашенной обложкой. Спасибо, Кэп. Открыть. Может, есть способ использовать ее по-другому. Но оторвать листочек, как бы пересыпать содержимое травы, облизнуть и скрутить самокрутку. Как ее еще использовать-то, блядь? Так. Лампу можно Макс, зажечь. Да, есть фильтр слов. Притом весьма странный. Литературные слова тоже не пускает. Глаз. Странный силуэт. Так, давай-ка мы это тоже зарисуем. Зеленый глаз. Окей. Возможно, это у Ютуба какое-то ограничение стоит. Он же у нас товарищ своеобразный. Есть ли в этом какой-то смысл? Да, потаенный, блядь, смысл есть в этой хуйне. Валяются винные бутылки, все пусто, это я понял. Погоди. Почему на меня паук второй не нападает? Куча огромных бочек. Хорошо. Ладно, не нападает пока, и слава богу. Оранжевая керосиновая лампа. Поджигаем. Угу. Короче, вот такой там глаз был на зеленом, оранжевый. Вот такой глаз. Я тут зарисовки делаю по-быстрому, чтобы потом не носиться туда-сюда. То, блядь, еще на 8 стримов все это затянется. Так, все, тут больше нету ничего. Еще одна лампа у нас. Какая-то там красная или синяя. Вот тут.
Красно. Здесь еще какая-то приблуда. Макс Лонг. Ну на сам YouTube все сообщения падают, и я их вижу даже с анонима. А вот с голос уже не уходит. Странно. Я не знаю, как быть. Ну так напиши. Ага, тут вот такой глаз. Красный. Зарисовываем. Ту-ту-ту-ту-ту. Есть ли в этом какой-то смысл? Возможно. У нас еще получается тун-тун-тун. Еще синяя лампа где-то должна быть. Ладно, короче, растения мы тут пока оставим. Пускай валяется. Короче, есть бильярдные шары. Есть изображение. Есть цифры. Изображение каких-то глаз. По-разному нарисованы. Вот здесь аккуратненько вот эту дырку надо заткнуть. Ту-ту-ту-ту-ту. А то там за жопу хватает резко. Так, идем на следующий ящик. А, стой. Кажется, его столкнуть надо. Ну или похер. Ну ладно. Пускай так будет. Не, походу его не получится столкнуть. Кажется, тут нет ничего полезного. Никто там за кошкой не прыгает? Газеты. Ясно, пресса всякое такое. Вот там какая-то ебака сидит. Прямо за этой дыркой. Там, по-моему, пчелы какие-то, которых надо травануть. Это не подвинуть, ничего. Ладно, мы карту пока эту брать не будем. Без нее пока обойдемся. Закрыто. На двери надпись «Галерея». Хорошо. 002. Тут симпатичный отпечаток чей-то. Эта рубашка пропитана кровью. Тут по-любому кто-то должен находиться в этой комнате. Крашки всякие. Ну, ключик я вижу. Вода вытекает из туалета. Подумаешь, кто-то погуще посрать решил. Так, я ему в морду гранату запихнул. Сейчас долбанет. Бас. Этот мужчина больше не встанет. Хотите взять ключ от сторожки? Да? Да. Погоди. Использовать. Это не обязательно использовать сейчас. Может быть, в эту книгу надо как-то на основе полученной информации внести показания, какие-то изменения, что? Книга с красной обложкой. Да. Может, есть способ использовать ее по-другому. Ну, блядь, как, подтереться или только? Ладно, я ничего не делал. Но она почему-то в инвентаре тусуется, и я не знаю, как ее применить.
Сейчас, походу, будут немного за лор пояснять. Доклад о растении 42. С момента аварии прошло 4 дня. Растение в точке 42 растет с удивительной скоростью, хотя остается еще много неизвестного касательно этого растения. Нам известно, что воздействие Т-вируса на него оказалось значительно сильнее, чем на другую флору. Т-вирус сильно изменил строение хозяина, а также его размер. Глядя на то, чем стало растение сейчас, вы вряд ли угадаете, чем оно было до этого. Ничего подобного на Земле вы больше не найдете. Еще мы обнаружили, что растение 42 имеет два основных источника получения необходимых ему питательных веществ. Одним таким источником является корень. Каким-то образом он пророс вниз до самого подвала. Сразу же после аварии один ученый сошел с ума и уничтожил аквакольцо. С тех пор подвал превратился в бассейн. Существует вероятность, что одно из химических веществ в воде способствует ускоренному росту растения 42. Тем не менее, нам еще предстоит определить специфический химикат. Ламповидное тело растения 42 было замечено свисающим с потолка на первом этаже. Мы уверены, что оно добралось туда через вентиляцию. Многочисленные продолговатые щупальца, похожие на виноградные лозы, растут прямо из туловища. Мы считаем, что эти луковицы и есть тот самый второй способ получения питательных веществ. Когда растение 42 чует добычу, оно использует луковицы для поимки своей жертвы. После этого оно высасывает всю кровь при помощи присосок. Мы знаем, что оно разумно, когда оно хватает жертву или спит. Луковицы вьются вокруг двери, дабы пресечь появление возможных нарушителей. К сожалению, кое-кто из наших ученых уже пострадал. Во всех же историях, рассказанных выжившими, прослеживается еще одна общая черта. Когда одновременно раскрываются клапаны, расположенные на луковицах в виде лепестков, становится видно внутреннее устройство растения. В этот момент оно становится более агрессивным. Один свидетель сделал предположение, что оно себя защищает. Причины такого поведения нам неизвестны. 98 год. Отличное умозаключение. Старые газеты, журналы, я понял, да. Ничего тут нет. Но вот это вот можно подвинуть. Не в ту сторону. А как его раздвинуть? Ну все нормально. Это мы сюда. А вот это мы вот сюда. Здесь лестница. А ключик? Не, ключик походу не отсюда. Здрасте. Слушай, а что у меня за ключ тогда валяется? Ключ от сторожки просто. Может быть, он от той двери, которая, махонькая такая, там где пауки, сохраненка. И еще одна дверь там не открывалась она. Потому что лезть на новую локацию с 6 патронами такое себе удовольствие. Ну, пусть их будет 15, но все равно это немного. Если я, по-моему, вот эту херню открою, то куча пчел, что ли, вылетит или что-то такое. Все равно, я думаю, да, есть резон, конечно, вернуться. Вернуться туда и попробовать использовать ключ на двери. Я бы и красную книгу эту выложил, нахер она сралась. Походу она не нужна пока. Та-та-та-та-та. Да. Вот он ключ. Бля, надеюсь, повезет. Надеюсь, там не это растение тусуется. Там кто-то хрустит. Волшебно. Ну, вот этот пиздюк по-любому встанет. Ванна полна грязной воды. Вытащить заглушку. Ну, естественно.
Там еще что-нибудь интересное будет. В ванне что-то есть. Ага. Ключ от комнаты управления. Уже кое-что. Так, хорошо, отполированное зеркало, бла-бла-бла и ебака. Давай попробуем удрать от него. Пока он сообразит, мы выйдем. Я не знаю, вот в особняке спустя какое-то время этот утырок умудрился дверь открыть. Здесь две двери. Может быть, не получится. Висит груша, нельзя скушать. Патроны. И маленькая пуколка. Карманный пистолет. Окей. Записка самоубийцы. Я должен был это сделать. Мы бежали от этих тварей, помогали друг другу, но у Роберта стали появляться симптомы. Я должен был это сделать. Эти чертовы твари – истинное воплощение зла. Другого пути нет. Он поступил бы точно так же, будь я на его месте. После того, как я избавил Роберта от несчастья, я просто оставил его в ванной. Похоже, я теперь последний. Как такое могло произойти? Никогда тебя не прощу за это, что стал частью этого проекта. В итоге я все-таки получаю по заслугам. Из этого дурдома не выбраться. Это всего лишь вопрос времени. Все готово. Сейчас мне нужно лишь чуточку смелости, чтобы положить всему конец. Мне жаль, что я многое я оставлю незавершенным. Но все же это лучше, чем ждать превращения в одного из них. Пожалуйста, поймите меня и позвольте мне уйти из жизни человека. Сзади что-то написано. Линда, пожалуйста, прости меня. Понятно. Потрошки. Ну вернемся, да. Вернемся. Пускай чувак еще покачается пока. Сходим, да, выложим, короче, мелкую пуколку. Потом... Что там? Шмаль надо выложить. Да, и в принципе, я думаю, книга не нужна. Ту-ту-ту-ту. Так, это оставляем. Чик. Это тоже выкладываем. И вот это. Давай, наверное, вот так мы сделаем тоже. Поэкономим дробаш. Возьмем с тобой только пистолет. Я вот не знаю, зачем мне вот эту маленькую пуколку дали одноразовую. Куда мне с ним на комара ходить, блядь? Так. У нас тут две обоймы и в принципе все. И можно топать вниз туда, короче, с комнату управления какую-то там. Напомню, что там какой-то замес с акулами, по-моему, будет. Да, я хочу его взять. Блять. Либо мудять чувака, либо другой ракурс. 30 патронов, ну уже, в принципе, что-то. Растем, так сказать. Все, по идее, больше тут взять нечего. Ладно, поехали. Поехали туда, к акулам. Надеюсь, этот мужчина будет так в ванне там и тусоваться. Хочу прямо и сохранение тоже сэкономить. Вот этот прям моментик с акулами по-быстрому пройти, не используя ни одну ленту. И вот опять же вот эти зарисовки с глазами и бильярдными шарами, нахрена это надо? Пока вот загадка века. Слушай. Нет, в галерею не попасть. А вот здесь створки вот эти открываются.
Тоже нет. Ладно, поперли. Как он долбит каблучками по ступенькам, жесть. Тут проход? Нет. Угу. 3 сундука. Да, их надо, короче, в воду положить. Закрыто с другой стороны. Да, я понял. Вода по прямой? Да. Толкаем первый. Второй. Да, причем только в этой последовательности их надо толкать. Иначе не получится эффект. Интересно, если ты с ящиками намудил, то все, кирдык, придется заново загружаться. Если ты их в неправильной последовательности начал сталкивать. Так, растеница. Давай, раз уж внимание у меня горит, сожрем-ка мы его, что оно будет лежать тут валяться? Скоро, спасибо за донейшн. Скоро, thank you for donation. Я аж перепугался. Поддержал на 300 руб и сказал на бегу. Спасибо. Спасибо за поддержку. Я аж что-то немного это... Тишина такая, напряженный момент, а тут скр. Ричард! Это наш болезненный. Крис, стой! Ричард! Я понял. Короче, надо по-быстрому что-то сделать. То ли рукоятку, то ли вот этот ключ надо воткнуть. Эффект был достигнут. Ну да. То ли рукоятку, то ли ключ воткнуть. Акула, по-моему, она ваншотит. Поэтому есть резон, конечно, за рукояткой вернуться. Или рискнуть все-таки. Ладно. Погнали. Сожрет так сожрет. Значит, продолжим на следующем стриме. Находясь вот по яйца в воде, надо по-быстрому что-то сделать, пока акула до тебя не доплыла. То ли рукоятку воткнуть, то ли вот этот ключ вставить. Я не знаю. Акулу вряд ли завалить можно. А тут их еще несколько. Замечательно. Блять, они меня сейчас сожрут. Не, ну слушай, мимо них можно спокойно бегать. Практически. Вы использовали ключ. Хорошо. Допустим.
Значит, потом надо что-то быстро сделать. Чик-чик-чик, чтобы, короче говоря, пока не ломает тебе стекло. Это вот такое я тоже припоминаю. Лампа, сообщающая о сигнале тревоги, короче говоря. Ладно. Здесь ничего. Ничего нельзя сделать. Макс Ланг. Это, мне кажется, повезло. Тайминги удачные совпали. Ну да. Хотя тут последнее время тут много напряженных моментов в плане того, что у тебя патронов по минимуму уже. Здоровье тоже не резиновое. И сохранений мало. Вначале было с этим попроще, поэтому на расслабоне бегал. Сейчас уже яйца начинают поджиматься. Внимание! В случае падения давления масла в системе откройте клапан номер 1. И все. Замечательная записка. Заслонка. Клапана где-то тут открывается. Пульт управления основной системой. Все работает в штатном режиме. На экране отображается сообщение об ошибке. Похоже, что-то пошло не так во время откачки воды. Здесь выключатель. Тревога! Обнаружен неизвестный источник давления. Закрываю все двери для обеспечения максимальной безопасности. Блин, я все нормально не изучил. Рычаг управления заслонкой. Активирована система защиты. Макс Ланг. Весьма известный источник. Да твою же мать. Достигнут на 30%. Блять. Как только какой-то геморрой, у тебя начинает так через жопу работать камера, что полный пиздец. Предел давления достигнут на 50%. Так, вот это что? Регулятор давления масла. Сейчас нет необходимости с ним что-то делать. Аварийную откачку воды. Может, наверх подняться надо? Хотя вряд ли. Вряд ли. Предел давления достигнут Надо на что-то с компами 70%. мутить. Сука. Так, заслонка заблокирована. Включена. Механизм заслонки был отключен. Предел дальше-то давления чё? достигнут на 90%. Ошибка. Не удается восстановить. Рычаг управления заслонкой. Подтянуть. Да, допустим. Давление масла упало. Восстановить давление масла. Предел давления достигнут на 95%. Кнопка контроля вентилей. Первый. Всему персоналу приготовиться к последствиям. Сейчас долбанет. Так, заслонка, но... Я включил. Достигнут максимальный предел давления. Перерычаг. Странно, но акула не успела раздолбать. А дальше-то что? Активация защиты. Откачать воду. Ну давай. Вода полностью откачана. По идее, теперь рыбы должны быть не опасны, но там что-то как-то они будут вылетать. Заслонка опущена. Стой. Вот с переключением вот этой сраной камеры, вот отсюда вот сюда, я очень дохера времени потерял. Прям в вагон. Так, берем аптечку. Если это аптечка, конечно. Нет, это просто... Макс Ланг. Скорее всего, понимали, что с камерой не так легко делать.
Да, возможно, такой ракурс выбрали, чтобы заподлить побольше. Наверное, рано я еще сюда иду. Да, рановато. Хотя... Не, нахер, пойдем так. Гидрокостюм, та-та-та. О, 2 пачки патронов. Раз и 2. Все, тут больше брать нечего. Динамит. Да, все, тут больше брать нечего. 2 ворот даже. И там патроны для магнума. Погоди. Сохраниться бы сейчас очень не повредилось, конечно. Я на 1-м этаже, по-моему, да, где акула. Монитор, похоже, ну, бла-бла-бла. А вот они, селедки валяются. Она может еще укусить. Падла какая, а? Зубастая. Вот это вот будет дергаться. По-любому. Система контроля воды. Она обесточена. Генератор контроля расхода. Опустить рычаг. Похоже, эта штука может неплохо ударить током. Давай ударим током. И если бы только был Макс Ланг. способ Логично. сбросить ее в воду. Поднять рычаг. Ну, допустим. Система контроля воды, она обесточена. Хорошо. Генератор опускаем. Генератор включен. Электричество подано, так сказать. Макс Ланг. Все было в воде, а он теперь включает. Похоже, эта штука неплохо ударит. Может неплохо ударить током, если бы только был способ сбросить ее в воду. Я добил, получается, акулу, и все. Давай вырубим. Допустим. Да, я это уже прочитал. Нет, не надо ничего пускать. Чай не убьет. Макс Ланг. Сначала сбрасывай. А тут пердолит сейчас и очень дохера. Я сохранялся почти в самом начале. Да. Ай, блядь. Надо продолжать. Надо продолжать на следующем стриме. Потому что тут сейчас проходить еще где-то час, наверное, бегать не. Потому что я только, получается, зашел в сторожку, собрал все растения и сразу же сохранился. То есть лампочки. Макс Ланг. Ну, увы, сообщение долго доходит. Нахрен с ним. Это. Надо было мне догадаться. Ничего страшного, продолжим на 3-м стриме. В любом случае, за 1 стрим это не закончить. За 2 стрима мне не пройти эту игру. На 3-м, пойдем на 3-м, а то и даже на 4-м. Ладно.
Спасибо, ребят, за просмотр, за поддержку. Всем, Максу отдельное спасибо. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Будем продолжать. Всем удачи и пока. Макс Ланг.